Так ли полезны ингаляции при простудах? Кому можно, а кому категорически не рекомендуется проводить процедуру ингаляции? Какие ингаляции наиболее популярны в народной медицине для лечения простуд и вирусных инфекций? Ингаляция достаточно простой и при этом эффективный метод, позволяющий ускорить процесс выздоровления при простудах и других заболеваниях респираторного тракта. Прежде чем начинать следовать советам народной медицины, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Это позволит определить максимально допустимые дозировки и наличие противопоказаний. В чем заключается польза ингаляций? Нужно начать с того, что ингаляция – максимально мягкий способ воздействия на простуду. Любое использование лекарственных средств в виде таблеток или сиропов наносит вред всему организму. Тогда как необходимо воздействовать на очаг патологического процесса, слизистое горло, глотки, бронхов или носовых ходов. Положительной стороной проведения ингаляции является и то, что отвар или лекарственное средство распыляется особым образом на мелкодисперсные частицы, позволяя охватывать большие площади пораженных слизистых оболочек. Кроме этого, мелкие частицы целебных веществ во время ингаляции быстрее абсорбируются в кровяное русло, начиная активное воздействие при борьбе с простудой. Во время ингаляции ворсинки эпителия дыхательных путей начинают работать активней, провоцируя выработку слизи и выведение патогенов и других чужеродных частиц из респираторного тракта. Существуют ли общие правила проведения ингаляций? Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы добиться максимальной эффективности от проведения ингаляций. Первое правило – проведение ингаляции должно быть не ранее, чем через 60 минут после приема пищи. Это необходимо для предотвращения воздействия лекарственных компонентов на стенки пищевода или слизистой оболочки желудка. Второе важное правило – полное погружение в процесс ингаляции. Для достижения максимальной эффективности во время проведения процедуры ингаляции не рекомендуется отвлекаться на чтение, разговор или же просмотр телепередач. Третий пункт – правильная тактика дыхания. Хорошего результата стоит ожидать только если соблюдать правильную тактику дыхания. Важно вдыхать воздух через нос, если патологический процесс локализовался в этом месте. Если же воспаление располагается в области трахеи, бронхов или легких, вдыхать пар необходимо через рот. Четвертое правило – нельзя курить во время прохождения курса ингаляций. Связано это прежде всего с тем, что никотин способствует сужению просвета сосудов, мешая полезным компонентам нормально всасываться в кровь. Нельзя проводить ингаляции при повышении температурных показателей тела, при кровотечениях из носовых ходов, при острых или хронических патологиях легочных структур и сердца. Запрещено использование ингаляций людям, страдающим от бронхиальной астмы. Какие существуют популярные народные методы для ингаляций? Первое в списке – ингаляция с раствором соды. Готовят раствор на 1 литр воды. Необходимо 4 чайных ложки пищевой соды. Подогревают раствор и дышат парами. Оказывает положительный эффект при бронхитах и тяжелом отхождении мокроты. Вторая – чесночно-луковая ингаляция. Лук и чеснок очищают и перетирают в кашицу, которую затем процеживают через сито или марлевую ткань. Концентрированный сок необходимо разбавить водой в пропорции 1 к 10. Полезно проведение ингаляции при воспалительных процессах в области миндалин. Фитонциды, которые есть в луке и его близком родственнике чесноке, позволяют уничтожить большее количество патогенной микрофлоры, локализовавшейся на слизистых дыхательных путей. Следующая, третья по списку эффективная ингаляция с травами. Можно использовать различные комбинации целебных растений и трав. Наибольшей популярностью в народной медицине обладают кора дуба, липовый и березовый цвет, аптечная ромашка, хвойные, пихта, кедр, ель. Листья черной смородины, лаванды, шалфея или мяты. Можно взять несколько компонентов, например, хвою, липовый цвет и мяту в количестве 1 столовой ложки. Предварительно измельченных, залить их 200 мл воды и поставить на водяную баню. При закипании отвар будет источать мягкий, приятный аромат. Пар от такого отвара будет обладать противовоспалительным, регенерирующим и обеззараживающим эффектом. Четвертое – минеральная ингаляция. Этот метод максимально простой. Для проведения необходимо взять стакан минеральной воды, подогреть ее до 80 градусов и перелить в эмалированную емкость. Взяв сухое полотенце, им накрывают голову и дышат паром от минеральной воды.
Минеральная ингаляция полезна для быстрого отхождения мокроты. Пятое. Ингаляция с бальзамом «Звездочка». Для проведения ингаляции необходимо взять небольшое количество известного бальзама, не больше размера спичечной головки, и тщательно размешать в половине литра горячей воды. Дышать раствором нужно несколько раз в день по 3-5 минут. Этот способ оказывает положительное влияние на общую сопротивляемость организма к различным инфекциям. В чем польза ароматических ингаляций? Существует отдельный вид ингаляций, подразумевающий использование концентрированных ароматических масел вместе с теплым паром. Ингаляции с аромамаслами полезны при снятии острой формы воспаления в области респираторного тракта, а также с целью профилактики развития инфекционных поражений. Существуют не только тепловые ароматические ингаляции. Дышать можно и холодным воздухом, используя для этого специальные аромалампы. Можно разбрызгать несколько капель любимых масел по помещению, вдыхая целебный аромат. Молекулы эфирных масел достаточно тяжелые, поэтому оседают на слизистых оболочках респираторного тракта, длительно оказывая целебное воздействие. Начинать ингаляцию необходимо не сразу с больших доз масел. Предварительно добавляют всего 1 каплю любого понравившегося эфирного масла, обладающего противовоспалительным и противовирусным действием. Через 3 дня количество капель можно увеличить, но не более чем на 1. Для ароматерапевтических ингаляций используют такие масла. Первое. Эфирное масло кориандра и базилика. Оказывают положительный терапевтический эффект при развитии воспалений в области трахеи, легких или бронхиальном дереве. В комплексе использование масел базилика и кориандра оказывают мощный противогрибковый и противомикробный эффект. Второе. Масла миндаля и персика. Снимают болезненные ощущения, а также оказывают выраженный бактерицидный эффект. Третье. Масло эвкалипта. Обладает мощным отхаркивающим и антисептическим свойством. Широко применяется при поражениях слизистых носовых ходов и глотки инфекционными агентами. Четвертое. Масло чайного дерева. Это вещество обладает мощным антибактериальным эффектом и широко используется в косметологии и народной медицине. Хорошо справляется масло чайного дерева при ингаляциях для устранения сильного кашля и насморка. Можно ли проводить ингаляции с целью профилактики простудных заболеваний? Период наступления холодов характеризуется активизацией различных вирусов и бактерий, поражающих преимущественно респираторный тракт. С целью профилактики развития простуд можно использовать ингаляции, даже ежедневно. В целях профилактики можно делать такие ингаляции. Первое. Ингаляция с настоем ромашки аптечной. Для приготовления профилактической ингаляции необходимо 1 столовую ложку высушенных цветков целебного растения залить 200 мл кипятка. Закрыв плотной крышкой емкость со снадобьем, необходимо дать ему настояться на протяжении 20-40 минут. После того, как настой готов, его разбавляют еще 600 мл кипящей воды. Немного остудив до комфортных показателей температуры, вдыхать пар необходимо медленно, через рот и нос попеременно. Такая ингаляция является отличной профилактикой различных инфекций, попадающих на слизистые нашей дыхательной системы. Вторая – ингаляция с медом. О пользе продукта пчеловодства известно давно. Основная особенность пчелиного меда – противомикробное действие. Для приготовления ингаляции нужно взять столовую ложку меда и развести ее с водой в пропорции 1 к 5. Вода должна быть кипяченой, но остывшей до 40 градусов. Прохладный целебный раствор лучше вдыхать через специальный ингалятор, небулайзер. Третья – ингаляция с хвойными. Подготовить ингаляцию несложно. Необходимо взять несколько молотых ветвей ели или сосны и тщательно измельчить. Далее необходимо залить горячей водой, поставить на водяную баню на 20-30 минут. При закипании смеси необходимо дышать парами, но не дольше 5-10 минут. Кому нельзя проводить ингаляции? Народные рецепты, хоть и являются максимально щадящими для организма, в отличие от аптечных лекарственных препаратов, обладают рядом противопоказаний. Так запрещено проводить ингаляции при высоких показателях температуры тела, выделениях мокроты с кровью или гноем, людям, склонным к носовым кровотечениям. Также рекомендуется отказаться от проведения профилактических и лечебных ингаляций. Противопоказанием являются также серьезные заболевания сердца и сосудов, такие как аритмия, гипертония в 3-й степени, перенесенные инсульты или инфаркты.
Проводить ингаляции паром нельзя тем, у кого диагностирована эмфизема или каверны в легочных структурах. Любое лечение должно строго проводиться под наблюдением или после консультации с врачом.